Широко известно, что 24 августа 79 года нашей эры произошло одно из самых разрушительных и масштабных извержений Везувия, которое навсегда похоронило под многометровым слоем пепла, пемзы, лавы и других вулканических пород древние города Помпеи, Геркуланум и Стабии. Эта дата считается общепризнанной в официальной исторической науке и повторяется в учебниках, туристических справочниках, научных статьях и бесчисленных материалах в интернете. Однако ее точное происхождение до сих пор вызывает множество серьезных вопросов, сомнений и даже споров среди тех, кто подходит к изучению источников с критической и внимательной точки зрения. Основным фундаментом традиционной версии событий считаются знаменитые письма Плиния-младшего, направленные известному историку Тациту. В этих посланиях подробно описывается катастрофа и трагическая гибель его дяди, Плиния-старшего, во время природного бедствия, которое якобы уничтожило целые города на побережье Неаполитанского залива. При более внимательном и критическом рассмотрении текстов выясняется целый ряд важных несоответствий, которые ставят под сомнение достоверность этой хронологии и заставляют задуматься о том, насколько надежно основание для такой датировки. В письмах Плиния-младшего ни разу не упоминаются сами Помпеи или Геркуланум, ни как прибрежные поселения у подножия вулкана, ни как города, уничтоженные в ходе одной и той же масштабной катастрофы вместе с Плинием-старшим. В самых ранних печатных изданиях этих писем вообще отсутствует какое-либо конкретное указание на год произошедшего события. Дата 79-й год нашей эры появилась значительно позже, в результате попыток историков согласовать хронологию жизни упомянутых в текстах лиц с другими античными источниками и общей принятой хронологией древнего мира. Это согласование было проведено гораздо позднее, что само по себе уже вызывает вопросы о надежности такой датировки и о том, насколько точно удалось совместить разрозненные сведения из разных эпох. Само описание событий в письмах носит скорее литературный, художественный характер, напоминая отрывок из драматического произведения или романа, чем сухой и точный исторический отчет очевидца. Согласно одному из вариантов повествования, Плиний-старший, заметив необычное облако над вершиной Везувия, сразу же приказал снарядить легкий быстроходный корабль и отправился к месту происшествия, чтобы ближе изучить природу явления и, возможно, оказать помощь пострадавшим. Получив срочную просьбу о помощи от знакомых, чей дом находился прямо у подножия вулкана, он изменил первоначальный маршрут, чтобы добраться до нужного места. Корабли вошли в зону интенсивного пеплопада, где на палубу обрушивались куски пемзы, огненные обломки и мелкие частицы лавы. Береговая линия в некоторых районах заметно поднялась из-за накопившихся вулканических отложений, что сделало высадку крайне сложной и опасной. В Стабиях Плиний-старший решил остаться на ночь в доме своего друга, однако из-за постоянных подземных толчков, землетрясений и непрекращающегося густого пеплопада ситуация быстро стала критической и практически безвыходной. На следующее утро он вышел на берег моря, где вскоре скончался, предположительно от удушья или острого сердечного приступа на фоне ядовитых серных испарений и нехватки воздуха. Эти детали создают яркую картину, но при этом оставляют пространство для интерпретаций и сомнений в их исторической точности. Существуют и другие альтернативные версии гибели Плиния-старшего, которые также приводятся в древних текстах и добавляют еще больше неоднозначности к общей картине. Некоторые источники говорят о том, что он был полностью засыпан пеплом и прахом. Другие упоминают возможность помощи раба, который якобы по просьбе самого Плиния ускорил его смерть из-за невыносимой жары и страданий. Русский историк Василий Татищев в своих фундаментальных трудах датировал смерть Плиния-старшего 76-м годом нашей эры, что еще больше подчеркивает значительные разночтения в хронологии и заставляет задуматься о точности традиционной даты, которая, по сути, была установлена гораздо позднее на основе косвенных данных. В декабре 1631 года произошло новое мощное извержение Везувия, которое по своим последствиям, описаниям, масштабам разрушений и характеру событий поразительно напоминало ту самую катастрофу, о которой рассказывают письма. Извержение началось 16 декабря. Вызвало настоящую панику среди жителей близлежащих городов и деревень, которые в спешке покидали свои дома и устремлялись в сторону Неаполя в поисках спасения. Потоки горячей грязи, лавы и вулканических бомб
обрушились на окрестности, засыпая поля, дороги и целые поселения. На следующий день ситуация только усугубилась, а 18 декабря активность вулкана постепенно пошла на спад. Уже 19 декабря была организована морская эвакуация уцелевших жителей, что в точности повторяет некоторые детали из описания событий в письмах. По разным оценкам, число погибших в результате этого события варьировалось от 4 до 18 тысяч человек, что делает его одним из самых трагичных в истории региона и позволяет провести прямые параллели с предполагаемой античной катастрофой. После предполагаемого извержения 79 года различные исторические источники упоминают еще до 11 случаев активности Везувия в период с 202 по 1140 год. Однако следующие примерно 500 лет, вплоть до декабрьского извержения 1631 года, почти полностью лишены сколько-нибудь достоверных и подробных сведений об извержениях. Создается впечатление, что активный вулкан, регулярно проявлявший себя на протяжении веков с завидной периодичностью, внезапно затих на длительный срок, накапливая силы для нового мощного пробуждения. Начиная с 1631 года, Везувий уже не прекращал беспокоить жителей Кампании своими извержениями, вплоть до последнего крупного события в 1944 году, что делает длительный период затишья особенно странным и необъяснимым в рамках традиционной версии и заставляет искать альтернативные объяснения хронологии событий. Все это закономерно приводит к вполне обоснованному вопросу. А не могло ли уничтожение Помпей, Геркуланума и Стабий произойти именно во время декабрьского извержения 1631 года? Существуют ли документальные свидетельства, которые могли бы подтвердить такую возможность и поставить под сомнение общепринятую датировку? Как оказывается, такие свидетельства не только существуют, но и довольно многочисленны, хотя часто остаются в тени официальной исторической версии и не получают широкой огласки в научных кругах. Одним из ключевых элементов, который традиционно приводится в качестве доказательства античности событий, считается надпись, приписываемая трибуну Сведию Клеменсу. Согласно ей, трибун якобы восстановил общественные земли в Помпеях по приказу императора Веспасиана. Однако оригинальная статуя или пьедестал с этой надписью в Неаполитанском археологическом музее полностью отсутствует. В музейных каталогах античных надписей она тоже не фигурирует и не упоминается. Вместо этого в самих Помпеях, прямо посреди дороги у Нукерийских ворот, установлен обычный камень с аналогичным текстом. Это обстоятельство вызывает множество вопросов о подлинности и реальном происхождении данного артефакта как надежного подтверждения древности города, ведь для миллионов туристов, ежегодно посещающих Помпеи, нужен был хоть какой-то видимый документальный ориентир, который мог бы визуально подтвердить связь с античным периодом. История раскопок Помпей и Геркуланума сама по себе представляет обширную и полную загадок тему, которая заслуживает отдельного подробного изучения и критического анализа. В конце XVI века известный архитектор и инженер Доменико Фонтана, работавший по заказу на строительство подземного акведука для подачи воды из реки Сарно в Торре-Аннунциату, неожиданно наткнулся на древние руины. Подземный канал длиной около 1,7 километра прошел прямо через территорию, которую позже идентифицировали как Помпеи, затрагивая по пути храмы, форум, различные общественные здания и даже крепостные стены. При этом, согласно сохранившимся описаниям, туннель был проложен на значительной глубине в плотном вулканическом грунте, без использования современной системы принудительной вентиляции. Несмотря на сложные условия, выделение метана и углекислого газа, канал не повредил фундаменты зданий и стен. Вдоль всей его длины были устроены специальные колодцы и наблюдательные пункты для доступа света, воздуха и периодической чистки. Сегодня эти инженерные сооружения в пейзаже Помпей практически незаметны, что добавляет еще больше вопросов к технической стороне работ XVI века и их возможности в тех условиях без современных технологий. После извержения 1631 года на одной из вилл в Торре-дель-Греко была установлена подробная эпитафия на латинском языке.
В тексте описывается ужасающая сила декабрьской катастрофы при короле Филиппе IV. Среди полностью разрушенных и уничтоженных поселений прямо названы Помпеи, Геркуланум, Октавианом, Аретино и Портичи. Надпись красочно передает картину потоков лавы, пепла, грязи и серных испарений, которые стерли с лица земли целые города и окрестные виллы. Этот текст был хорошо известен путешественникам XVII-XVIII веков, однако он представляет собой одно из наиболее неудобных и замалчиваемых вещественных свидетельств для тех, кто настаивает на датировке катастрофы первым веком нашей эры. При посещении Национального археологического музея Неаполя возникает устойчивое ощущение скромности и даже некоторой бедности публичной экспозиции, несмотря на более чем 300-летнюю историю систематических раскопок в регионе. Многие широко известные по книгам и публикациям фрески и артефакты представлены здесь лишь копиями и репликами, в то время как оригиналы часто отсутствуют в открытых залах. Информация на сопроводительных табличках крайне минимальна и лаконична. Работники музея среднего звена нередко оказываются неосведомлены о конкретных экспонатах, таких как надпись «Сведия Клеменса». Некоторые специальные залы, например, посвященные античным надписям, могут быть закрыты для посетителей на неопределенный срок по разным причинам, что затрудняет независимое изучение материалов. Особое и пристальное внимание привлекают помпейские фрески с изображением трех граций или харит. Их композиция, цветовое решение, стиль и мельчайшие детали поразительно близки к произведениям великих художников эпохи Возрождения, таким как Рафаэль и другие мастера от XV до XVII веков. Аналогичные мотивы и сюжеты встречаются у Франческо дель Коссо, Питера Пауля Рубенса и даже в более ранних скульптурных композициях. Это сходство выходит далеко за рамки простого общего художественного канона и наводит на серьезные мысли о едином периоде создания или о прямом взаимном влиянии. Уровень изобразительного искусства, а также наличие сложных научных приборов, таких как солнечные часы с равномерными делениями, соответствует скорее высоким достижениям позднего Средневековья и Возрождения, чем традиционным представлениям об античности I века, что заставляет переосмыслить временные рамки развития этих техник. Среди значимых находок в Геркулануме выделяется целая библиотека папирусов с произведениями греческих авторов, в первую очередь Филадема. Эти свитки были обнаружены в XVIII веке на знаменитой вилле папирусов. Хотя многие из них сильно повреждены и склеены, прочитанные фрагменты демонстрируют особенности письма, включая диакритические знаки, акценты и придыхания, которые обычно ассоциируются с более поздними периодами развития письменности. Некоторые современники отмечали удивительное сходство шрифта и стиля с текстами XVIII века. Сам материал папируса тоже вызывает вопросы, учитывая его распространение и использование в определенных регионах Средиземноморья именно в более позднее время, а не в предполагаемый античный период. Медицинские и инженерные инструменты, найденные в Помпеях, по своей форме, функциональности и точности исполнения практически неотличимы от современных аналогов, разве что изготовлены преимущественно из бронзы. В коллекции присутствуют угольники с идеально прямыми углами, циркули, пинцеты, скальпели, зубоврачебные инструменты и даже сложные гинекологические инструменты со специальной резьбой и винтовыми механизмами. Такие точные винтовые соединения и механика требовали высокоразвитого токарного дела и специальных станков, которые начали появляться и совершенствоваться только в XV-XVIII веках. Бронзовые изделия долгое время преобладали в медицине и технике вплоть до XX века, благодаря своим превосходным антикоррозийным свойствам по сравнению со сталью ранних периодов, что подчеркивает технологический уровень, не соответствующий традиционной античной датировке. Музыкальные инструменты также демонстрируют чрезвычайно высокий уровень металлургической и механической технологии того времени. Обнаруженные бронзовые тромбоны или сакбуты с подвижными частями, раструбами и золотыми мундштуками предполагают наличие специализированного оборудования для гибких труб, изготовления тонкостенных деталей и точной обработки, технологий, которые характерны именно для XVI-XVII веков. В экспозиции можно увидеть флейты, цимбалы, систры и другие предметы. Не менее впечатляет и продуманная система водоснабжения Помпей.
Бронзовые краны практически современного типа, свинцовые трубы, локальные водонапорные башни для регулировки давления и распределения воды по кварталам самотеком из центральной высокой точки города. Вода в Помпеях буквально текла рекой. Хотя в более ранние периоды жители пользовались и глубокими колодцами, пробитыми сквозь вулканические слои, что говорит о развитой инженерной инфраструктуре. Стеклянные изделия из Помпей и Геркуланума поражают своим качеством и разнообразием. Помимо цветных сосудов и флаконов, здесь встречаются абсолютно прозрачные тонкостенные вазы и даже оконные стекла стандартных размеров с удивительно равномерной толщиной. Первое по-настоящему прозрачное стекло в Европе появилось лишь в середине XV века в Венеции на острове Мурана. А технология производства плоского оконного стекла методом вальцевания возникла еще позже. Сохранность таких хрупких предметов в условиях предполагаемого 2000-летнего захоронения под слоем пепла и вулканических пород вызывает дополнительные серьезные сомнения и вопросы о реальном возрасте находок. Оружие в основном представлено изображениями на фресках. Длинные шпаги или сабли, которые совершенно не похожи на традиционные короткие римские мечи-кинжалы. В самой музейной экспозиции реальных образцов оружия почти нет, хотя город был достаточно крупным и должен был иметь организованные средства защиты и охраны. Монеты в публичной части музея также полностью отсутствуют. Граффити на стенах Помпей часто находятся в плохом состоянии, закрыты защитным пластиком. Среди них встречаются надписи, стиль букв которых сильно напоминает более поздние эпохи, включая этрусские знаки, сохранившие яркий красный цвет вопреки долгому пребыванию под землей. Кирпич, использованный в Помпеях, представляет собой стандартное изделие размером примерно 23 на 13 на 3 см. Очень качественные, однородные по структуре и обожженные при высокой температуре. Следы на гранях ясно указывают на использование ленточного пресса, а не примитивной кустарной формовки. Кирпич применялся преимущественно для выведения углов, арок и дверных проемов, в то время как основные стены возводили из вулканического бута. Аналогичный кирпич широко использовался при строительстве Неаполя и Рима в эпоху Возрождения. В самих Помпеях заметны многочисленные следы неоднократных ремонтов и восстановлений после предыдущих разрушений. То ли от войн и пожаров, то ли от более ранних извержений, что указывает на длительную и активную историю города. Город расположен на холме, и многие его здания были многоэтажными, как минимум двухэтажными, а возможно и значительно выше. Сегодня верхние этажи практически полностью отсутствуют, обломки строительного материала на месте не найдены. Это говорит о том, что после катастрофы жители окрестностей активно разбирали сохранившиеся конструкции на строительный материал. Амфитеатр и театры лишены верхних рядов каменных сидений. На форуме сохранились только нижние части колонн и перекрытий. Геркуланум, в отличие от Помпей, был погребен под мощным грязевым потоком Лахаром, поэтому там сохранились даже пятиэтажные постройки, что подчеркивает разницу в характере захоронения. Железо в Помпеях использовалось довольно активно для замков, дверных петель, засовов и задвижек. Бронза применялась для украшений, посуды и элементов сантехники. Свинцовые водопроводные трубы также были широко распространены. Стратиграфия на краю раскопок четко показывает тонкие слои пепла и мелких камушков лапиллий, за которыми сразу следует современный гумус толщиной всего от 30 до 40 сантиметров. Если принять традиционную версию о гибели города в 79 году, то где же тогда мощный и заметный слой от извержения 1631 года? Картина наслоений совершенно не соответствует представлению о 2000-летнем периоде захоронения и указывает на гораздо более недавние события. Все эти наблюдения, артефакты и несоответствия заставляют серьезно пересмотреть привычную картину исторических событий и глубоко задуматься о реальном времени гибели Помпей. Многое указывает на то, что город мог погибнуть значительно позже, чем принято считать в официальной версии. И это открывает новые перспективы для понимания истории компании и всего античного мира в целом. Продолжение следует.